фанаты BTS по всему миру. Воздух был полон предвкушения, цифровой океан миллионов затаил дыхание. Экраны по всему миру освещали одну и ту же прямую трансляцию, окно в личный момент, которому суждено было стать публичной легендой. Это был день празднования, 28-й оборот Чон Чингука вокруг Солнца, знаменательная дата до золотого макне, выросшего на наших глазах. Мы ждали смеха, мы ждали радости, мы ждали праздничного, ликующего хаоса, который часто характеризует празднование BTS. Но произошло нечто гораздо более глубокое, нечто, запечатленное в душе каждой армии, наблюдавшей за этим событием. Это был не просто день рождения, это было мощное событие, наполненное всепоглощающими эмоциями, которое довело весь фандом до слез, не от грусти, а от любви настолько глубокой, что выразить ее можно было только слезами. Вопрос был у всех на устах, тайна, которая за считанные минуты стала мировой сенсацией, все было просто. Что могло заставить самого сильного участника, нашего бесстрашного Чингука, безудержно рыдать в объятиях своего брата Ким Тэ-хёна? И в чем секрет подарка, который сначала разрушает дарителя, а затем окончательно уничтожает получателя? Сцена готова. Чингук, всегда в центре внимания, сияющий, лучезарный, с его фирменной застенчивой улыбкой на губах, читает поток любовных посланий от армии. Онлайн-чат подобен водопаду фиолетовых сердечек и поздравлений с днем рождения. Он смеется, шутит, его энергия заразительна. Но настроение меняется, едва заметное изменение освещения, тихая нерешительность в речи Чингука. За кадром чье-то присутствие ощущается прежде, чем его можно увидеть. И вот он появляется, Ким Тэ-хён, его загадочная аура, входит в кадр. Но это не тот игривый, озорной Тэ-хён, к которому мы привыкли, это серьезный Тэ-хён, в чьих глазах целая вселенная невысказанных слов. В руках он держит простую, элегантно упакованную коробку, воздух потрескивает от внезапного напряжения. Чингук смотрит, Тэ-хён начинает непривычно мягким голосом, от которого разливается низкая вибрация «для тебя, на сегодня». Простота заявления оглушает. Чингук, все еще улыбаясь, принял коробку с шуткой: «Хён, тебе не обязательно это делать». Он начал разворачивать ее, возможно, ожидая получить предмет роскошной одежды, редкую коллекционную вещь, что-то, подобающее их статусу суперзвезд. Но когда бумага упала, открыв не название бренда, а слегка потертую деревянную шкатулку ручной работы, его пальцы замедлились, улыбка погасла. На его лице промелькнуло замешательство, а затем и осознание. Это был необычный подарок, это была реликвия. Камера сделала крупный план, словно ведомая коллективной волей зрителей. Глаза Тэ-хёна уже блестели, слеза скатилась по щеке, прежде чем он успел ее стереть. Он был опустошен, даже не произнеся ни слова. «Открой», – прошептал он хриплым от волнения голосом. Чингук, теперь совершенно безмолвный, поднял крышку. Внутри, разложенные на выцветшем бархаты, не было ни украшений, ни новых ключей от машины. Вместо них материализовалась целая коллекция воспоминаний, сложенный билет на поезд из Сеула в Тэгу, горсть смятых старых купюр, тусклое серебряное кольцо и стопка фотографий с помятыми от времени краями. У Чингука перехватило дыхание. Он взял верхнюю фотографию, она была слегка размытой, на ней были изображены два мальчика, совсем юные, с изможденными от усталости лицами, но сияющие неудержимыми мечтами. Это были Тэ-хён и Чингук, в своей первой комнате общежития, в окружении распакованных картонных коробок, под одеялом. На следующей фотографии они спали в автобусе, прижавшись головами друг к другу, совершенно измученные тренировками. На другом фото юный Чингук, почти подросток, тихо плакал в углу, а рядом с ним сидел Тэ-хён чуть старше, не говоря ни слова, лишь сохраняя решительное молчание. Тэ-хён наконец обрел голос, каждое слово давалось ему с трудом, каждый слог нес в себе десятилетие общей истории. «Я храню это», — сказал он, и слезы текли рекой. «Я храню это, потому что даже тогда, когда у нас были только мы друг у друга и наши мечты были больше, чем эта страна, я знал, что ты особенный, я знал, что мы особенные». Эти несколько вещей, они были всем, чем мы иногда делились за еду. Тот билет на поезд, я принес его домой к твоей семье, потому что ты был слишком мал, чтобы вернуться домой один. Это кольцо, ты отдал его мне с первой зарплаты, сказав: «Теперь мы богаты».
Разговор мгновенно оборвался. Мир замер. Существовал лишь этот момент. Чингук больше не смотрел на вещи, он смотрел внутрь себя, перенесенный в эпоху борьбы, в страх и нерушимую связь, выкованную в огне. Его плечи задрожали. Тэхён продолжил, и его голос дрогнул: «Я сохранил это, чтобы напомнить себе, с чего все началось, чтобы помнить парня, который так боялся, но не сдавался, парня, который работал усерднее всех, кого я когда-либо знал. И сейчас я отдаю это тебе, Чингук, чтобы напомнить тебе, сколько бы рекордов ты не побил, сколько бы миллионов людей тебя не обожали, никогда не забывай этого парня. Он причина того, что ты тот, кто ты есть сейчас, он твоя истинная сила. И я так горжусь тем, что был свидетелем твоего пути с самого начала. С днем рождения!» Это был переломный момент, плотина прорвалась. Голова Чингука опустилась, безмолвное рыдание сотрясло его тело. Слезы текли, пропитывая драгоценные воспоминания на его коленях. Он пытался заговорить, хотел поблагодарить тебя, но не мог вымолвить ни слова. В одно мгновение Тэхён сократил расстояние, крепко обнял его, держал его, пока Чингук не вырвался, рыдая ему в плечо, словно все бремя лет наконец-то отпустило. Это был катарсис, который копился 10 лет. Тэхён плакал открыто, шепча слова утешения, которые мог слышать только Чингук, поглаживая его по спине таким интимным и братским жестом, что это разбивало сердце каждого зрителя. Подарок был не роскошным автомобилем или дорогими часами, это была самая ценная валюта в мире – воспоминания, любовь и непоколебимое свидетельство. Тэхён не давал Чингуку ничего, он отдавал частичку своей души. Он поднял зеркало, он показал парню свой героизм, и тем самым он сделал армии такой же подарок. Мы были не просто фанатами, наблюдающими за идолами, мы стали свидетелями глубокой человеческой связи, братской любви, которая превосходит славу, деньги и время. Мы плакали, потому что понимали, мы плакали, потому что помнили и тех парней, мы плакали, потому что в их слезах видели прекрасную и благородную тяжесть мечтаний, которые не только сбылись, но и превзошли все, что они могли себе представить в той маленькой комнате общежития. Последствия были не менее эмоциональными. Пока Чингук медленно брал себя в руки, вытирая слезы, он смотрел прямо в камеру. Его глаза были полны слез, но ясны, голос был хриплым, но твердым. «Видишь? Вот почему. Вот почему мы BTS. Дело не только в музыке, дело всегда было в этом». Он указал на Тэхёна, который все еще обнимал его. «Это о нас, это о вас, армия. Вы часть этого. Вы видите наши трудности, вы радуетесь нашим хорошим временам, и вы держите нас за руки в трудные времена. Жизнь удивительна, иногда я не знаю, достаточно ли я силен, чтобы быть Чон Чингуком из BTS, давление невероятное, но у меня есть те, кто напоминает мне, кто я, и у меня есть вы. Вы даете мне силы. Вы заставляете меня чувствовать, что я все еще могу быть парнем из Пусана с большими мечтами». Он искренне улыбнулся сквозь слезы. «Спасибо, Тэхён-хён, спасибо, что не забываете эти воспоминания, спасибо, что помните меня. И спасибо, армии, за то, что вы любили этого парня, любили того мужчину, которым он стал. Давайте идти вместе, вечно». Мир не просто улыбнулся в день рождения Чингука, он плакал, он исцелился, он снова влюбился. Это стало доказательством того, что даже в сверкающем мире мировой суперзвезды самыми ценными сокровищами являются не золотые или платиновые пластинки, а выцветшие билеты на поезд, потускневшие кольца и настоящая любовь брата.